Привет, друзья! Сегодня у нас особенный гость, загадочный и удивительный скунс. Мы отправимся в увлекательное путешествие в его мир. Узнаем интересные факты и наблюдения. Готовы окунуться в этот ароматный мир? Тогда начнем. Раньше мы думали, что скунсы – это часть семейства куньих. Однако оказалось, что они настолько уникальны, что теперь они имеют свое собственное семейство. Название этого семейства происходит от слова, что можно перевести как «ядовитый пар». Это загадочное новое семейство включает в себя 4 захватывающих вида скунсов – полосатых, свинорылых, пятнистых и вонючих барсуков. Полосатый скунс – это удивительный обитатель Северной Америки. Является настоящим хитрецом природы. Он распространен от Южной Канады до севера Мексики, за исключением Аляски и Гавайев. Эти зверьки в большей части года ведут одинокий образ жизни и, несмотря на свой невзрачный вид, оказываются отличными пловцами, но плохо лазают по деревьям. В поисках пищи они выходят на охоту в сумерках или ночью. Скунсы являются настоящими всепожирающими хищниками, и до 70% их рациона составляют насекомые. Они также не откажутся от мелких млекопитающих, птиц, яиц и рыбы. Осенью они особенно активно питаются, готовясь к зимней спячке. Когда наступает октябрь, скунсы начинают собирать сухую траву и листья для создания своего уютного зимнего гнезда. В начале декабря они впадают в спячку, находя защиту в норах или других укромных местах. Самки часто собираются в группы до 6 особей, вместе со своими детенышами, в то время как самцы предпочитают зимовать отдельно. Полосатый скунс – это зверек средних размеров с яркой черно-белой окраской, которая служит предупреждением для потенциальных врагов. Но как они защищаются? Секрет в их железах под хвостом, которые выстреливают струей маслянистой жидкости, превращая любое столкновение в неприятное и запоминающее событие. Природа снабдила скунсов способностью использовать эту уникальную защиту с гордостью и уверенностью. Они не бегают от кого-то, а скорее кто-то убегает от них. Даже встреча с медведями не останавливает скунсов. И даже они приходят в ужас от острой и неприятной вони, которую излучает этот небольшой хищник. Описан случай, когда 5 взрослых медведей почтительно отошли от добычи, заметив, что к ней приближается скунс. В конечном итоге полосатые скунсы доказывают, что размер не всегда имеет значения. А самозащита и умение использовать свои сильные стороны могут стать ключом к выживанию. Однако, за пределами своей родины ситуация совсем иная. Там, где потенциальные враги скунсов не успели эволюционировать вместе с ними, понимание их сигналов часто отсутствует. К примеру, в 1930-е годы предпринята попытка акклиматизировать скунсов на Кавказе в рамках модернизации охотничьей фауны. Однако эта инициатива привела к трагическим последствиям. Свидетельства очевидцев впечатляют. Собаки, не подозревая об опасности, нападали на скунсов, что часто заканчивалось их гибелью. В некоторых случаях даже медведи не смогли справиться с защитными брызгами, и такие встречи заканчивались для них крайне болезненно. Слова описывают этот драматический эпизод в рассказе знаменитого зоолога Петра Монтефеля. Скунсы – настоящие мастера приспособления. Чувствуют себя как дома практически в любой среде, где есть еда и убежище. Вот где начинается интерес. Они редко уходят дальше 3 километров от своего основного убежища, предпочитая места с близким доступом к воде. Их дома – настоящие шедевры инженерного искусства, будь то дупла деревьях, высверленные бревна или тщательно сплетенные кустарники. Скунсы даже пробираются под землю, если находят подходящее укрытие. Они проводят время, охватывая примерно 2,5 квадратных километра территории, при этом оставаясь неагрессивными к своим собратьям. Единственные стычки происходят из-за еды или территории, и они редко заканчиваются серьезными битвами. За исключением периода спаривания, конечно. Скунсу не грозит скука, у него до 10 разных логов по всей территории. Но самое защищенное он использует зимой. Сезон размножения – настоящий праздник природы с середины февраля до середины апреля. Скунс может иметь несколько партнеров в течение дней или недель. Самец и самка могут задерживать развитие оплодотворенных яиц на несколько недель, если беременность началась рано в сезоне.
Это гарантирует, что детеныши придут в более теплое время, когда еда в избытке. Беременность длится до 77 дней и принося до 8 малышей. Новорожденные, хотя и слепы, уже имеют полосатый рисунок на коже. Их брызги начинают распыляться вскоре после открытия глаз. Когда детишки достигают 6 недель, самка начинает выводить их из логова. Они следуют за ней, поддерживая контакт между собой. Молодняк издает забавные пищащие и булькающие звуки, создавая впечатление единого организма. И уже через 2 месяца они начинают самостоятельно охотиться. Благодарю вас за то, что провели это время со мной, открывая удивительный мир скунсов. Надеюсь, что это видео приоткрыло завесу тайн этого удивительного зверя. Продолжайте уделять внимание и заботу сохранению природы и ее обитателей. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки для больших приключений вместе со мной. Берегите природу и до новых встреч!